стране подтвержден второй уже случай смертельно опасной болезни. Приветствую вас, друзья, с вами Survagger, а на ваших экранах очередной 18-й выпуск новостей по игре 7 Days to Die, в котором вас, как всегда, ждут самые последние новости с YouTube, форума и прочих злачных мест. В этот раз новости исключительно с форума. Спешу сразу извиниться за прошлый выпуск, с которым случился небольшой казус, а именно на мобильных совершенно не было слышно закадровый голос. Для тех, кто столкнулся с этой проблемой, в описании к прошлому видео я разместил ссылку на перезалитое видео, звук в котором исправлен. Так что если кто не смог посмотреть прошлый выпуск, милости прошу. Ну а теперь переходим к новостям с форума. И первая новость про животных. Если верить тому, что разработчики писали на Кикстартере, когда собирали деньги на разработку игры 7 Days to Die, то среди животных в данный момент мог быть не тот набор, который мы сейчас можем наблюдать. И кстати, это похоже окончательный набор животных. Если верить Кикстартеру, в игре могли бы быть горные львы, койоты, кошки и собаки. И некоторые из этих животных могли бы быть также реализованы в виде зомби-животных. К чему я это? Да к тому, что на форуме нашлись люди, которые стали писать о том, что разработчики не выполнили обещания, которые они давали на Кикстартере. И что в игре нет обещанных животных, таких как горные львы, койоты, кошки, собаки. Не знаю как вас, а меня вполне устраивает тот набор животных, который есть сейчас в игре. И как по мне, было бы намного хуже, если бы разработчики дословно реализовали тот список животных, который был опубликован на Кикстартере. Роланд сказал, что в игре и так уже добавлено больше животных, чем было обещано. Это медведи, волки, зомби-собаки, змеи, куры, кролики, олени, кабаны, зомби-стервятники. Итого 11 типов уже существующих против 6 с учетом зомби-медведя и ужасающего волка. Дабы хоть как-то успокоить взбунтовавшихся форумчан, Роланд привел пример того, какие животные из списка на Кикстартере получили свои аналоги в данный момент в игре. И вот что получилось. Горный лев — это ужасающий волк, койот — это обычный волк, собака, соответственно, зомби-собака, кошка — это змея, зомби-медведь — это зомби-медведь. Лично меня все тут устраивает, кроме разве что предпоследнего пункта, там где кошка приравнивается к змее. Вот тут странная логика, единственное, что их объединяет, так это умение шипеть. Ну а в целом я не против, я даже очень за. Единственное, что хотелось бы, так это изменить поведение змеи. Сейчас она заранее нас предупреждает шипением о своем присутствии, и это при том, что со скоростью у нее есть, мягко говоря, проблемы. Единственной жертвой змеи, в том виде, в каком она сейчас реализована, могут стать разве что зомби-ползуны. Хотелось бы, чтобы змея не выдавала себя раньше времени, а до последнего скрывалась в траве и шипела только в момент нападения. Вот тогда бы и, возможно, и кроликам удалось полакомиться, а не только ползунами всякими. Следующую тему я назвал «Верните мне ноги». Если вы сейчас посмотрите вниз от первого лица, то там, где должны быть ноги персонажа, вы увидите просто пустое место. Но так было не всегда. Возможность видеть ноги в режиме от первого лица была отключена в одной из предыдущих альфа-версий игры, вроде как временно, но до сих пор ее так и не вернули. Многие об этом уже и забыли, а тот, кто купил игру недавно, вообще не знал, что такое было возможно. И вроде как не особо и важна эта деталь игры, на которую можно было бы и забить, но тут недавно Роланд рассказал, что когда он катался на новом велосипеде от первого лица, то, посмотрев вниз, увидел свои ноги, которые вполне себе спокойненько крутили педали. В этой истории смущает две детали. Первое — это то, что поездка на велосипеде была от первого лица. А если помните, сейчас при езде на байке у нас автоматически включается вид от третьего лица. Второе — это то, что велосипед появился в коде игры уже очень давно. Следовательно, как вид от первого лица при езде на транспорте, так и возможность видеть свои ноги — это может быть всего лишь отголоски прошлых альф. И третье — это то, что разработчики в данный момент делают упор на то, чтобы ввести в игру возможность играть от третьего лица. С другой стороны, вид от первого лица при езде на транспорте может обеспечиваться обновленной физикой транспорта. Сможем ли мы снова видеть ноги своего персонажа и сможем ли мы кататься на транспорте от первого лица, сказать пока сложно. Да и в прошлом видео, в котором шла речь про транспорт, Джоэл об этом ничего не сказал. Так что нам остается только ждать. Не знаю как вам, а мне бы хотелось покататься от первого лица на будущих велосипеде и мотоцикле. Все-таки так погружение в игре было бы полнее. А тем более, когда введут пикап, то тут сам Бог велел из кабинки порулить. Следующая тема, что там с лифтом.
Многие из нас сейчас строят импровизированные лифты, используя блоки сена для быстрого спуска и набор люков для быстрого подъема. И многих из нас интересует, когда в игре уже наконец-то появится полноценный лифт с кнопочками, рычажками, тросами, двигателем и прочими плюшками. Тут, к сожалению, я вынужден вас расстроить. Роланд заявил, что хоть некоторые наработки лифта и были уже реализованы в игре, но полноценный лифт или вообще не будет реализован в игре, или появится уже после релиза в качестве пострелизных обновлений. Так что нам, скорее всего, придется забыть пока про полноценный лифт и надеяться на то, что баг с люками не исправят, и мы сможем и далее использовать его как замену лифту. Для тех, кто не знает, как создать лифт, используя люки, ссылку на видео с инструкцией оставлю в описании под этим видео. Следующая тема про новую систему оружия. Как вы уже знаете, об этом шла речь в прошлых видео, в Альфу 17 попадет полностью обновленная система оружия. Для тех, кто пропустил эту информацию, повторюсь. Новая система предполагает, что вы будете находить только полностью собранное оружие, и разобрать на части вы его уже не сможете. Но сможете объединять два оружия на верстаке, чтобы получить оружие лучшего качества, как это вы сейчас делаете с его частями. Также вы сможете устанавливать на свое оружие различные модификации. Это то, что уже было известно до этого выпуска. А теперь немного свежей информации про новую систему. Итак, качество оружия будет влиять на его долговечность, а также на количество модификаций, которые вы сможете на него установить. Также на количество одновременно установленных модификаций, по идее, должен будет влиять специальный перк или скилл, но это чисто моя догадка. В то же время точность и урон никак не будут зависеть от качества. Эту роль на себя как раз и возьмут модификации, с помощью которых можно будет как минимум из пистолета 100 уровня сделать его аналог 600 уровня, но без учета модификаций. Мне интересно, что смогут дать модификации при такой логике, если нацепить их на пистолет 600 уровня? Сможет ли, к примеру, такой пистолет одним выстрелом валить зомби-медведя? Скорее всего, тут есть какой-то подвох, о котором мы пока не знаем. В общем, по системе модификации оружия пока что не все так прозрачно, как хотелось бы, но я буду следить за этой темой и по возможности оперативно вас информировать о том, что удастся узнать. Следующая тема касается того, как в ближайшем будущем зомби и другие враги смогут до нас добраться. Разработчики обещают вернуть в 17-й альфе зомби возможность нормально слышать звуки, которые мы издаем, и чувствовать исходящие от нас запахи. Все зомби будут отличаться друг от друга тем, на каком расстоянии каждый из них будет реагировать на шум, издаваемый игроком. Что касается запаха, раньше в 15-й альфе, пока система запахов работала, от каждого продукта распространялся запах в определенном радиусе. И зомби, которые попадали в радиус действия запаха, начинали искать его источник, меняя траекторию движения и направляясь к эпицентру запаха. Единственное, что не было проработано на тот момент, так это то, что при перемещении игрока радиус распространения запаха перемещался за игроком с той же скоростью, с какой перемещался и сам персонаж. То есть запах вне радиуса действия пропадал моментально. В 16-й альфе система запахов была отключена, так как она наотрез отказалась работать с новой системой стелса, и в итоге имеем практически глухих и безносых зомби и животных. В 17-й альфе планируется вернуть обратно систему запахов. И на основе этой системы также будет частично реализовано выслеживание игрока по таким себе хлебным крошкам. В качестве хлебных крошек предположительно будет выступать дорожка из видимых только для зомби и животных меток на карте, в тех местах, где прошел игрок с чем-то пахнущим в рюкзаке или просто где прошел игрок. Такие метки будут сохраняться некоторое время, постепенно теряя силу и уменьшаясь в радиусе, до тех пор, пока вовсе не исчезнут. Планируется, что попадая в зону действия этих меток, зомби будут идти от более старых меток к более свежим, в результате выслеживая игрока вплоть до его базы. Мне кажется, что в основном этим будут пользоваться зомби-кричалка, что сделает этого зомби уже намного опаснее. Было бы прикольно, если бы она изначально ходила не одна, а в компании с некоторым количеством зомбей. В общем, таким образом в итоге запах будет способен привести зомби к двери или люку, преграждающим вход на вашу базу, даже если вход вы сделали вдали от основной части базы. Если вход на вашу базу находится вне зоны вашей видимости, вам придется позаботиться о сигнализации. В противном случае зомби-кричалка или мини-орда просто сломают дверь вашего потайного хода и придут прямо к вам на базу, используя ваш потайной лаз. Кстати, зомбям опять могут вернуть возможность копать вниз. И вполне возможно, что эту способность дадут зомби-собакам, что вполне логично. Так что если вы обосновались под землей и вход на вашу базу представляет собой люк на поверхности земли, то с новой системой выслеживания стая зомби-собак с легкостью сможет отыскать этот люк, обкопать или сломать его и таким образом запросто наведаться к вам в гости.
так что начинайте продумывать новые стратегии. Кстати, вы знаете, что зомби-жердяй в гавайской рубашке, которого нам вернули в 16-й альфе после долгого отсутствия, в данный момент совершенно не делает того, что должен был бы делать по задумке разработчиков сразу после возвращения. Сейчас это просто аналог зомби-копа, за тем исключением, что не плюется кислотой и не взрывается. Так вот, в 17-й альфе этот зомби вполне может изменить свое поведение. Его урон по блокам должен существенно возрасти, а его суператакой будет подрыв стен нашей базы. Этот зомби, как и зомби-коп, в определенный момент будет бежать в сторону стен вашей базы, но в отличие от копа, взрываться он будет только при соприкосновении с препятствием. И ущерб по блокам от такого взрыва должен быть колоссальным. Как минимум улучшенные деревянные блоки, как говорилось перед выходом 16-й альфы, должны будут уничтожаться от одного такого взрыва. Поведение обычных зомби также должно измениться. Благодаря обновленному искусственному интеллекту в 17-й альфе, они более не станут тупо ломиться напролом, а будут искать слабые места в вашей обороне и атаковать в первую очередь именно их. А если еще плюс к этому в игре появятся бандиты с приличным интеллектом, то многие из тех, кто выбрался на поверхность после выхода 16-й альфы, скорее всего поспешат опять вернуться под землю. Следующая тема касается того, что будет с неразрушимыми базами торговцев. В данный момент в игре базы торговцев защищены от разрушения клайм-блоком, а сами торговцы вообще бессмертны. И попасть на базу торговца можно только в определенный промежуток времени, с 6:05 утра и, по-моему, до 19 вечера. В остальное время при попытке попасть на территорию базы торговца, ваша попытка непременно закончится телепортацией за ее пределы. То же самое произойдет, если вы не успеете покинуть базу торговца до окончания рабочего дня. Но так будет не всегда. В эту механику планируется внести некоторые изменения, о которых я вам сейчас расскажу. Как вы знаете, в игре планируется добавление полноценных NPC и как минимум 2 фракций, что уже само по себе подразумевает наличие системы репутации в доступных фракциях. Но речь сейчас не о системе репутации, о которой тем более вообще пока что мало что известно. Речь пойдет о торговцах. Так вот, после введения в игру NPC и какой-никакой системы репутации, защита базы торговца в том виде, какой мы ее знаем сейчас, будет отключена, а у игроков появится возможность пристрелить и ограбить хоть всех торговцев на карте. Но учтите, что каждое такое убийство повлечет за собой следующие последствия. К примеру, на место убитого торговца обязательно придет новый. При вашем приближении к базе торговца по вам будет открыт огонь из всех имеющихся стволов, а их будет в достатке. Вполне возможно, за вашу голову будет назначена награда, что повлияет на частоту нападений бандитов на вас и, возможно, на вашу базу. В то же время убийство или нападение на одного торговца никоим образом не повлияет на отношения с другими торговцами. Также стоит упомянуть о том, что базы торговцев после снятия пассивной защиты клайм-блоками получат активную защиту в виде турелей и охранников из числа бандитов герцога или боевиков фракции Белой реки. Роланд также говорит о том, что первое время игроки возможно будут убивать торговцев и грабить их базы ради развлечения, но в итоге придут к мнению, что это приносит больше проблем, чем выгоды. Тем не менее, в игре вполне будет возможна ситуация, когда нам придется убить торговца. Причиной тому может стать банальная конкуренция. К примеру, торговец фракции герцога может выдать нам задание на убийство торговца фракции Белой реки, к примеру, за приличное количество токенов, редкий рецепт или очень ценную модификацию для какого-то предмета. И тут уже вам придется решать, как поступить. Тут, правда, Роланд не упомянул, как скажется отказ от задания на репутации персонажа, но мне почему-то кажется, что последствия такого шага все-таки будут, но не такие серьезные, как за его выполнение. Если помните, в обзоре на видео от Джоэла, там где шла речь про NPC, я рассказывал о том, что в игре планируется дать возможность игрокам арендовать за кругленькую сумму комнату в безопасной зоне у торговца или в казино у бандитов, к примеру, чтобы пережить ночь Орды. На форуме игроки начали возмущаться, говоря, что на серверах это может внести серьезный дисбаланс в игру. К примеру, это позволит многим игрокам за реал покупать у администраторов возможность бесконечно скрываться в безопасной зоне, избегая справедливого, или не совсем справедливого возмездия. Роланд ответил, что в данный момент имеется 2 возможных варианта решения этой задачи. Первое – это возможность арендовать комнату в безопасной зоне на серверах просто будет отключена. И второй – безопасная зона будет защищать только от зомби и животных, но не будет защищать от атак других игроков. В общем, эта система еще не до конца проработана и вызывает множество вопросов, потому на этом месте тему с арендой мы пока закроем. И последняя на сегодня тема – это небольшой прогноз от Роланда касательно сроков выхода 17-й альфы для ПК и консолей.
С его слов, обладателям ПК стоит рассчитывать на выход 17-й альфы лишь в январе следующего года, и это в самом лучшем случае. А так как лучшие случаи, очень редко случаются, то скорее всего рассчитывать на выход 17-й альфы можно только в марте или даже в апреле. Ну а если эти сроки сорвутся, тогда крайними сроками будут предположительно май-июнь. Но Роланд очень надеется, что его самые худшие опасения не оправдаются. Консольную же версию 17-й альфы счастливым обладателям приставок придется ждать лишь летом следующего 2018 года. На этом на сегодня все, друзья. Надеюсь, вы почерпнули для себя много нового и интересного. Буду рад вашим лайкам и комментариям под этим видео. С вами был Сурвагер. Увидимся в следующих видео. Всем пока.